Приветствуем вас на нашем YouTube-канале Люзия Ди Мадейра. Меня зовут Люзия, моего мужа зовут Дмитрий, он сейчас за кадром, и мы сегодня с вами пришли на рождественскую ярмарку в городе Фуншал на острове Мадейра. На ярмарку в традиционном мадейрянском стиле. И вот смотрим, как пекут лепешки. Вечером здесь полно народа. Горшочек вари. Немножко слезятся глаза у всех. Сколько стоит? Тяжелые такие пестики. Говорит, дядя, дай лепешку. Да. Ну, как бы да. О, боже. А, вот здесь вот даже написано что-то в таких белых панталошках и кепке. Но рядом носит шапку. Сейчас декабрь, продают. Или ананас, банан. Do you like Madeira? Авокадо какой-то огромный. О, это тоже очень аппетитно. Ярмарка уже начала свою работу. Здесь очень много всяких палаточек со всякими вкусностями. И с хлебом, и с напитками, с шоколадом, конфетами, прочими сладостями. А мы с вами пройдем на ярмарку в традиционном мадейрянском стиле. Спустимся вот здесь по ступенечкам. Такое отдельное местечко здесь. Аккуратно. Разные палаточки. Все посмотрим с вами подробно. Между прочим, растет лаврушка. Да? Да, лаврушечка. Здесь пекут хлеб, варят суп. Все это делают на дровах. Тоже все с вами подробно посмотрим. Плюс здесь вот такая вот красивая инсталляция жизни островной. И мы смотрим, как пекут бол-де-каку. На ярмарке ее пекут на дровах. У нас уникальная возможность. Мы пришли утром. Ярмарка уже работает. А людей, туристов, жителей острова еще пока нет. И вот смотрим, как пекут лепешки. Просто поднимаются на глазах. Сейчас вот на вот этой жаровне, да, на первой. Они были такими же плоскими, как... Вот там сейчас их приминают. И вот видно, как они поднялись. Здесь делается заказ. То есть вы можете заказать супчик. Сейчас покажем, где его варят. И лепешечку. Лепешечку мы сейчас с вами увидели, как ее пекут. Потом ее намазывают сливочным маслом с чесночком. Вот сейчас готовится, расставляют тарелки. Вечером здесь полно народа. Сейчас идет подготовка. Еще все закрыто, но походить, погулять здесь можно. Вот накрывают скатерти. Вечером полно народа. Вот здесь можно выпить кофе. Посмотрю, какой здесь старенький чайник. Можно выпить не только кофе. Вот, пожалуйста, Мадейра Вайн есть. И там внизу какие-то вкусняшки. Такой какой-то старый кассовый аппарат, вряд ли кофейный. Вот, ну и вот здесь тоже всякие пенные напитки. Я думаю, пойдем посмотрим еще раз хлебушек. Он его как раз переворачивает. Идем. Симпатично, да? Ой, а запах стоит умопомрачительный. Горшочек вари. Здесь вот такие котелки. Блин, там так знатно кипит что-то. Варят суп здесь. Суп какой-то с макарошками, овощами, со всякой вкуснятиной. Вот такая вот история тоже на дровах. Мне кажется, все, что приготовлено на дровах, очень вкусно. Дима у меня жмурится, потому что дым в глаза, да? Есть такое. Слушай, пахнет очень вкусно. Очень вкусно пахнет. Такая красотка с дрелью. Смотри, проверяет, готовы, не готовы. Еще поджаривает им бочка. Вот сейчас сложит стопкой. Вот смотри. Сложит здесь стопочкой. И за счет огня поджарится бочок. Он потом перевернет и будет равномерно прожаривать с каждой стороны.
Поймал? Поймал девчонку? С дрелью. Да. Видишь, мы говорили, что людей совсем нет. Ну, туристы ходят. Но только начинаешь снимать, и сразу появляются люди. Так, смотрим. Так, это вчерашние, видимо, подошли. Кто-то должен доедать и вчерашние тоже, как бы. Так, огонек ловишь? Очень много, да, корзин подготовлено? Да. Слушай, зеркалы на secção tá dizendo lá o preço, tá bem? Вот такую ярмарку мы наблюдаем уже второй год, да. Вот. Это очень интересно и очень завораживает. Когда люди работают руками на открытом огне, это приятно смотреть, правда? Немножко слезятся глаза у всех, правда, от дыма. И все потом очень вкусно пахнут. Да, и здесь варится супчик, не забываем. И на супчик делать акценты. Ты слышишь, как бурлит? Хочется приподнять крышку и посмотреть, что там внутри, да. Посмотрим цены. Лепешки. Называется бол де каку. Сколько стоит? 4 евро, половиночка 2. Есть, видимо, какая-то поменьше за 3,5. Возможно, за 3,5 это без масла. И есть супчик. Супчик 3,80. И половинку супа тоже можно взять 1,90. Мне кажется, приятная цена за такое приготовление. Такой антураж. Посмотри, сколько тут мисочек, какая девочка красивая. Olá, bom dia. Obrigada. Ну что, пойдем дальше посмотрим. Здесь готовят хлеб, готовят традиционный мадерьянский суп и представлены традиционные мадерьянские ремесла. Да? Такие, как швейная машинка Зингер. Ну а что? Зингер в каждый дом. Так, посмотри, здесь какие-то вот заколочки, какие-то плетения, да, плетения, где у нас в Камаше плетут, Да. корзинки. Потом делают, шьют сапожки, какие-то корзиночки, шапочки и всякое такое. Что это означает и какие несет смыслы, все это можно посмотреть в Гугле. Здесь представлены различные деревянные поделки, вот палочки вот такие забивать напитки ромовые, вот такие всякие трещоточки, возможно, да, ступочки, посмотри, какие интересные. Так непривычно, что легкая. То есть обычно, когда ступка, да, там какие-нибудь мраморные или какие-то у них тяжелые такие пестики, а это легкий. Ну, какие-то вот тоже под коктейли, да. Большие ложки, посмотри, какие интересные. Тоже такой, ой, какой он тяжелый, слушай. 180 евро стоит вот этот вот деревянный объект, да. И какие-то, это, возможно, какая-то юла, да? Да? Нет? Ну, как-то так. Идем дальше? Говорит, дядя, дай лепешку. Лучше две, нас много. Сожрать охота. Да, маленькие лингвисты тут у нас. Тоже хотят. И супа, пожалуйста. Вон, слышишь, кричит: пау, пау. Хлеба. Хлеба. Зрелище. Первые лепешки. Первые лепешки пошли, да? Вот, идем смотреть. Их приносят вот сюда, что-то там заворачивают уже. Нет, не заворачивают?
Что-то хитрое происходит. А, что еще интересно? Вот смотри, здесь такой стоит кассовый аппарат, и человек оплачивает, получает талончик. Талончик либо на суп, либо на лепешку. Ну, да, в зависимости от того, что он там, может и на то, и на другое. Вот, и с этим талончиком, да, и с этим талончиком уже оплачено, да, подходит и отдает человеку за прилавком и уже получает свою тарелочку супа. Вот здесь суп. А в том окне отдает обратно. А в этом окне, посмотри, уже лежит подготовлена доска, нож. И здесь делают лепешку с маслом. То есть непосредственно саму лепеху намазывают маслом с чесночком, разрезают на такие долечки. И получается такой интересный бутерброд. Еда по талонам. Да. Ну, как бы да. Видео, вот. Вот cooking. О, very tasty. Очень вкусно выглядит и мяско, и, о боже, макарошки. Даже если вы на жесткой диете, вы от такого не откажетесь. О боже, как же это вкусно. Muito obrigado. Muito obrigado. Обригада. Вот, завернутые в одеяло, горячие лепешки только-только с огня. Прелестно, я уже буду. Хлеба, булку. Здесь тоже представлена мебель плетеная. И если ты ко мне подойдешь сюда, можно увидеть баночки, какие-то закрутки, возможно, соленья, возможно, варенье. Да, можно, наверное, потрогать, посмотреть. Ну, похоже на варенье, как будто бы. А, вот здесь вот даже написано что-то, содержание, тут коричневый сахар, что-то еще, да? Вот так вот. И вот такие вот интересные еще чайнички. Ну, и, возможно, вот какие-то книги или открытки, настоечки. В общем, очень интересно. Вау! А это кувшинчик выдолблен из деревяси. Это очень похоже, как будто бы как пробка, что ли. Нет, не пробка? Нет, не пробка. Такая вот интересная. Ну и лейка, если вам надо что-то полить. Да, мы нашли вот такую интересную палатку. Здесь куколки в традиционных костюмах. Для нас было удивительно, что традиционные костюмы отличаются друг от друга в зависимости от города или региона острова. Да? Вот, например, в Санта-Круш вот такая красненькая косыночка, синенькая накидка. Понта-де-Сол, синенькая накидка, юбочка, но без косынки. Кто-то замотан в шалюшку, кто-то в какой-то береточке. Очень интересно одеты мужчины, где-то в костюме, где-то рубашечка, какие-то светлые штанишки или темные, где-то какие-то кепочки, шапочки. Очень интересно. Вот, например, смотри, вот человек, куколка из Машика, да, вот этот, видимо, вот, да, в жилеточке, в таких белых панталошках и в кепке, но рядом носит шапку. Интеллигенция. Мало ли, вдруг будет холодно, да. Да, шапочку-то. Ну, вот так вот. Вот, и можно купить отдельные элементы. Можно купить куколку, наверное, а можно купить отдельные элементы одежды. Я так думаю. Как ты считаешь? Так, а здесь мы с вами видим вот такую красивую инсталляцию обычной жизни островитян. Можно здесь зависнуть и разглядывать долго каждую фигурку, потому что они показывают разные истории, разные ситуации жизни, занятия. Вот кто-то несет рыбу там, например, или водичку, или что-то такое. У кого-то про земледелие, у кого-то про рыбалку, у кого-то вот
носят какую-то госпожу вот тут вот. Или вспахивают огород. Огородик посажен такой. Вот как раз перед нами рыбачок несет рыбу. Девушки на прогулке. Здесь малышня прыгает на скакалке, кто-то дует в ракушки. Мы слышали и знаем, что местные дуют в ракушечки. Так вот красиво это все. Интересно. Устроено прям. Можно разглядывать. Очень длительное время все вот это интересное такое. Что-то делают с пшеницей. Вот эти вот ребята собрали виноград, наверное. Здесь рыбак несет рыбу, саблю. А вот здесь мамочки с младенцами занимаются рукоделием и проводят время на воздухе. Вот такая лодочка красивая. И вот здесь вот фонтан. А в фонтан, конечно, что? Бросают монетки. Мы тоже с вами бросим. Оп. Мы с вами в самом сердце города. За нами памятник Зарке. Сейчас декабрь. Продают манго, местные бананы. Бананы-ананас, Дим? Или ананас-банан? И то, и то. Вот такие красивые цветы. Сейчас видим, музыканты готовятся к выступлению. Если пройдем туда немножечко подальше, посмотрим, там есть еще ярмарка цветочная и фруктовая, по-моему, тоже. Здесь красивое кафе. Уже туристов много, да? Да. Do you like Madeira? Enjoy. Посмотри, какая красота! Это тоже все продается на ярмарке. Вот эти вот красивые цветы, вот эти, честно, я не знаю, как они называются. Видела у некоторых, что они вырастают целые деревья. Если вы знаете, пишите в комментариях, ну, чтобы я тоже знала. Плюс вот здесь вот много-много всяких разных. Посмотри. О, гиацинты знаю. Симпатичные. И очень много семян продается. Я уже здесь. Иди ко мне. Если вы турист, вы еще можете купить семена разных цветов или фруктов, овощей. Вот, пожалуйста, сизифус, какой-то драгонфрут, потом тамарилья, по-моему, это называется, гуава. В общем, огромное количество стрелицы тоже вот тут вот разных видов. В общем, приезжайте на Мадейру за прекрасными семенами. Так, вот здесь можно купить всякие семена диковинных.
глазки тоже здесь есть. Дальше у нас вот эти красавчики, названия которых я не знаю. Целые развалы всяких ростков, луковичек, череночков. Огромное количество. Дим, как думаешь, как они провозят это в багаже туристы? Я думаю, внутри Европы. Да? Возможно. Ой, здесь даже вот семена какие-то помидоров. Красивые луковицы-то, посмотри, какие. А, это луковички вот этих вот граммофонов. Вот здесь можно росточки стрелицы купить и плюмерия. Такими красивыми цветами она цветет. Обычно девочки любят в волосы заправлять такие цветочки. Можно купить черенок банана. Ой, а здесь такая красивая орхидея. Такие какие-то интересные. Обригада. И еще, и лесного огромное количество семян. Здесь уже остренькие перчики. Есть особенно жгучие, видимо, отмечены вот этим ярко-красным цветом. Так, снова маленькие санты. Ой, смешные какие-то кактусы, посмотри, или что это такое. Вот такой можно прикупить, такой. Божечки. И что еще интересно, здесь точно так же продают фрукты. Здесь, конечно, больше такая туристическая история. Сейчас я про нее расскажу. Muito obrigada. Good day. Расскажу про фрукты. Сегодня пятница. Мы с утра уже забежали на рынок и по ценам немножко ориентируемся. Так вот, сейчас расскажу, какие цены здесь на ярмарке. Иди сюда поближе. Так, ну что у нас здесь? У нас здесь бананы. Сухофрукты мы всякие разные не берем, да, в расчет. Ананаса банан, банана ананас. Кому как нравится. По цене не скажу, сколько он стоил на рынке. Но если что, можно посмотреть фоточки в наших соцсетях. Скажу точно про маракую. Здесь маракуя стоит 25 евро. На рынке сегодня она стоила от 12 до 15. Потом, кто у нас еще? Банана маракуя. Ну, тоже не 35. Видим с вами авокадо. Авокадо какой-то огромный. 9,80. 3,5 на рынке. Так, манго, черешня, анона. Очень интересно, почем анона. Ты видишь? Тоже 9,80 мы купили по 3 евро. Приблизительно по размеру такую же. Есть еще тамарилья. Ну и всякие разные драгоны. Это уже как экзотические. Тут по ценам, конечно, надо смотреть. А в основном ценник, конечно, хай. Ну как вам сегодняшняя прогулка? Мне очень понравилось. Мне тоже. Я теперь пахну вся дымом. Ты пахнешь? О, ты Я тоже хлебом. очень аппетитный. Хлебом и супом. Да. Сейчас самое начало декабря. Ярмарка будет идти до 7 января. Да. Приходите сюда и вечером, и днем, и утром. Мы были утром, было еще только 10 утра. И очень приятная атмосфера, теплая погода, все только начинает оживать, открываются лавки, народу еще мало, можно все поснимать, пофотографировать, получить от этого огромное удовольствие. И купить вкусный
свежеприготовленный хлеб. Да, и да, супчик. хлебушек будет свежий. Да, Но это все равно точно. подсматривайте, чтобы не был Смотрите, вчерашний. Да. Чтоб не разогревали вчерашний. Да, и за фруктами в пятницу все идем на Меркадо дос Лаврадорес. Центральный рынок Да. города Фунчал. Кто не знает, как это, что это, смотрите наши выпуски. У нас там есть обзор и Меркадо, и покупок, которые можно сделать на рынке. Нам было очень приятно прогуляться. Да, Да? вместе с Да? вами. Да? Вместе с Я вами. очень хочу кофе и какую-нибудь вкусную булочку или пироженку. Пошли в кафе. Да? Да? Да. Спасибо вкусно за пахнешь. просмотр, спасибо за то, Да. что посмотрели наше видео до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии. В комментариях пишите, что хотите. Всем чао! Чао.